Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 августа. Чего ждать, давайте узнаем в эти 10 дней, в эту декаду, и что прояснится. Я так думаю, что что-то и начнет проясняться. Конец июля и первая декада августа по 10 число, ретро-Меркурий. И здесь какая-то сбивчивая информация или задержки по документам. Может быть, вы отправляли куда-то запросы и все никак не можете их получить. И это нормально. Задержки в транспорте или на транспорте – это тоже нормально, это все по Меркурию. И плюс еще может быть, когда, знаете, вы ждете, что кто-то откликнется. И это я не про личную жизнь отнюдь, хотя у кого-то и так может проиграться. Тут даже в официальных каких-то бумагах, опять же, да, или в каких-то ответах, переписка деловая, или вам ответ просто по какому-то важному вопросу должны дать. Вот если не дают с 1 по 10 августа, то, опять же, это нормально. Но вот середина месяца, тут может что-то и проясняться. Ладно, давайте мы будем узнавать и, ну, буквально с этого и начнем. Так что же там у вас проясняться будет, мои дорогие овны? Может быть, нам покажут, подскажут, как в сферу жизни, в чем ясность постепенно наступает. И еще середина месяца, это мы только выходим, как бы, да, Меркурий перешел в прямое движение, и постепенно жизнь набирает темп. А к концу месяца, последняя декада, я думаю, там будет и бодрее, и веселей. Ну так какие же вопросы у вас прояснятся? Давайте узнаем. Что прояснится? Что уйдет? А что придет взамен? И, может быть, не то, что уйдет, или кто-то уйдет, а просто какое-то даже дело вы сумеете подвести к знаменателю и уже к этому не возвращаться. Или ясность какая-то наступит. Достанем мы с вами 3 карты как знаки судьбы. Подсказки, мои дорогие. Первый знак, второй знак судьбы и третий знак судьбы. Что вам принесет эта декада? И также карту совет. Ну, давайте, что прояснится, в какой сфере жизни. Вот смотрите, вроде как куда-то мы хотели пойти, а не получилось. Или хотели мы что-то осуществить, а опять же, не вышло. Прояснится, может быть, какая-то информация, как разрушительная информация. Или, знаете, как вау-информация, как взрыв, похоже вот на эту башню. И это именно внешнее событие, потому что старший аркан. Старший аркан всегда обстоятельства. Давайте мы еще немножко проясним. Это что такое за башня? Ух ты, а тут у вас еще один старший аркан. Вот уж прояснила. Колесо фортуны. И когда эта карта выпадает, это вы сейчас, мои дорогие овны, словно на пике фортуны. Это вот колесо, если мы говорим любое колесо, это есть цикличность. Так вот, колесо идет наверх. Да, оно потом пойдет неизбежно вниз. Будет какой-то спад. Но у вас в эту декаду есть определенно какая-то возможность. И даже если я обычно говорю, хоть камни с неба, а тут у вас еще такое сочетание, значит, вы, как знаете, будете беспристрастно видеть даже сложные ситуации или ту информацию, по которой вы, ну, может быть, печалились или негодовали. Все-таки аркан башня. А тут не было бы счастья, да несчастье помогло. У кого-то может проиграться именно так. Но будьте готовы, в принципе, к неожиданностям. И еще один старший аркан. Какие-то судьбоносные события. Аркан умеренности как раз и подтверждает правильность моих слов, что для вас-то это все как в помощь. Может быть, ведь башня – это у нас оковы. Или прообраз башни – это первые карты Таро, это была тюрьма. Так вот, какая-то путаница. И пусть не в этой колоде, но все же иногда есть и значение по башне трансформация. Что-то меняется. И это не по нашей воле, не потому что мы этого хотели, а это к нам приходит извне. Но это вам именно помогает. Помогает двигать фортуну буквально. И вам, смотрите, когда колесо фортуны – это карта скорости. Причем таких быстрых, скоротечных каких-то перемен. Может быть, они и связаны с информацией. Может быть, у кого-то связано тут у кого что. Но я могу допустить, раз мы о скорости говорим,
поездка, переезд, работа, может быть, с командировками, или не работаете вы с командировками, но вот именно теперь тут как будто нужно ехать, я такое могу допустить. Какая-то метаморфоза явно у вас присутствует в середине августа, но именно она проливает свет на истинное начало или на то, что есть на самом деле. И потом все становится на свои места. Действительно, у вас что-то проясняется. Причем та, скорее всего, тема, которая была связана, повторюсь, либо с внешними обстоятельствами, с внешними событиями, или в лице он их это были какие-то препоны, преграды, и вам казалось, что ну все рушится. Нет, не рушится, мои дорогие овны. Тут, наоборот, что-то перестраивается. Хотя я могу допустить что-то подобное, даже переложив на личную жизнь. Может быть, тут у каждого ведь своя история. К примеру, прежний союз какой-то был, ну, так себе, и вроде бы де-факто завершился, а еще пока на бумаге отношения прописаны. Может быть, вы встретили нового человека, и тут вы решаете, что нет, надо мне больше ясности даже в личную жизнь свою привнести. Может быть, еще к этому какие-то, как новостное поле будет тоже вас подталкивать к какому-то решению. И действительно, когда мы так судьбоносные какие-то решения принимаем, а именно об этом нам все три карты говорят, нам поначалу где-то даже страшновато, потому что мы ведь так не поступали. Это не входило в наши планы. Вот у вас что прояснится? Какая-то тема, которая именно не входила в ваши планы или, мои дорогие овны, ваши методы действия, воздействия или взаимодействия с кем-то. Вот здесь что-то, кажется, переворачивается с ног на голову, но это ведет к вашему успеху и буквально к спокойному течению жизни. Или, может быть, даже какая-то сложная тема, неважно в какой сфере жизни, она все-таки у вас проясняется. И здесь по аркану умеренности все встает на свои места. Давайте узнаем, а что ж тогда уйдет? Прошлое. Вот так нам коротко и ясно говорит эта карта. Это карта прошлого, десятка мечей. Девушка нам показана, она уже повернулась спиной. Да, еще предстоит какой-то путь, и мы, ну, не совсем себя уверенно чувствуем, потому что как чистое поле. Но и в то же время по этой карте это уж вы уже сами не хотите оборачиваться назад. Прошлое постепенно пытается от вас оттолкнуться. И, видимо, вот эти события, которые три старших аркана, мы достали, что прояснится. Они и будут способствовать тому, чтобы вы легче, может быть, простились с тем, что не служит для вас уже прогрессом, вдохновением или не может быть продолжено. Может быть, какой-то период вы пытались это удерживать, и тут у каждого в своей сфере жизни и свой какой-то вопрос. А теперь уже даже налегке можете идти вперед. Поэтому уходит, пусть уходит, будем говорить так. А что ж придет взамен? Четверка чаш. Это карта, знаете, апатии. Ну, видимо, какой-то и пауза. Любая четверка– это пауза. Или какие-то сожаления. Вот сожаления, они могут остаться. Но это, наверное, неизбежная такая составляющая, когда какие-то очень важные события или решения вам доводится принимать. Или вокруг вас тоже какие-то события серьезные происходят. Да, потому что мы на что-то уже ориентировались, мы уже, нам казалось, определились с чем-то, но здесь врывается его величество, случаи или какие-то события, обстоятельства, и вас они тоже меняют. Вы понимаете, что из того, что я хотел или хотела, еще нужно провести ревизию, потому что явно что-то нет смысла продолжать. И по четверке чаш возможность, которую нужно увидеть. И не подзастрять где-то, если правда есть сожаление. А с чем это связано? Ну, долго Овен не грустит, и это правильно. Рыцарь жезла– это где-то про вас. Эта карта, опять же, скорости и готовности к неожиданностям. По этой карте, как любой драйв, лишь бы не болото. И вот нам девушка, именно она, рыцарь. И нам тут лошадь представлена, да, это свободолюбивое животное, и это олицетворение скорости, силы, где-то упорства, настойчивости. И у вас будет какая-то тема, когда вам, ну вот нельзя сидеть пригорюнившись.
Ведь по рыцарю жезлов нам говорят: не потеряй, не упусти времени, не упусти его величество случай. Даже если поначалу тебе кажется, вот как этот кубок, он вообще, или чаша, ее подают совсем не с той стороны, откуда девушка что-то ожидает. Хотя тут по ее пространному взгляду так и не поймешь, чего она ожидает, но она куда-то вдаль вот так вот смотрит, как в никуда. И она не замечает. Вот вам нужно увидеть, у вас правда, может быть, в этом и состоит колесо фортуны. И по колесу фортуны ведь это тоже карта скорости. И если мы, вот две карты, которые нам говорят: Овен, если ты отложишь что-то на потом или на дальний срок, а потом этой возможности не будет. Как и колесо фортуны, это короткий промежуток. Так и по рыцарю жезлов часто проходят, знаете, как вестники. Какая-то, опять же, новость приходит, информация. Я так вижу, вам скучать будет некогда, мои дорогие. Может быть, эта карта еще иногда говорит, к примеру, вы хотели, опять же, оформить какую-то бумагу важную, документ, но прежде что-то стопорилось. Вот здесь словно вам пространство откроет путь. И нужно все оставить из разряда рутины или чего-то обыденного, и именно будет переключиться на какой-то вопрос. Вот приходит что-то к вам буквально неожиданно. Или чаще всего это возможность. И действовать-то нам приходится совершенно по-новому. А ведь и правда вам прежний опыт не помогает. Что вам помогает? А вот как эта девушка, посмотрите. На ободе колеса она танцует, на одной ноге еще вдобавок, а колесо еще и вращается, мои дорогие. Вот не говорят нам, что будет легко и просто, но будет интересно и завораживающе. Это точно. Но, видимо, драйв вы любите, я это знаю, активность тоже. Может быть, прежде и был какой-то застой, но после ведь у нас, уже все равно выпала карта умеренности и говорит: вот ты как будто, Овен, с чем-то разбираешься, а потом у тебя будет время или буквально отдохнуть, или взять какую-то паузу, перевести дух, да, или привести в порядок силы собственные. Вот что-то такое интересное может закрутиться. Ладно, давайте узнаем знаки судьбы. Первый знак судьбы. От рутины мы не уйдем, и восьмерка пентаклей – одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Ну и согласитесь, работа – это тоже где-то рутина. Это то, к чему мы привыкли. Карта говорит о том, что вы в каком-то деле профессионал. И, к примеру, построить карьеру, решить какие-то производственные, рабочие вопросы, вопросы с вашим бизнесом, может быть, личным делом связанные. И здесь все как по нарастающей, потому что по этой карте это не только положение на данный период времени, причем такое надежное. Это как знак судьбы. Но карта предвосхищает, что вот эти энергии, терпения, настойчивости, ну вот они вам просто необходимы, потому что придется где-то и денежный эквивалент сохранять, но, скорее всего, мои дорогие овны, будет много работы. Но это не та, которая в пустоту работа, а та работа, которая вам принесет еще и финансовый эквивалент, которым вы останетесь довольны. Вот такой знак судьбы. Второй знак судьбы, поступая по справедливости, снова старший аркан, это как юстиция. И, безусловно, всегда у нас присутствуют весы, поэтому дипломатом быть вам придется. И самое главное, не нарушать закон. А если вы отправляетесь в какие-то инстанции или приходится контактировать с сильными мира сего, или людьми, которые наделены властью, может быть, то вот эту власть мы против шерсти не гладим. Опять же, дипломатия. Когда вы поступаете по закону, тогда и вас закон, мои дорогие овны, как будто охраняет. А если вы подписываете какие-то бумаги, все читайте, анализируйте. Тут лучше перепроверить, переспросить. Чего-то не знаете, может быть, у юриста выяснить, как работает закон, или у адвоката. Но по этой карте четкость какая-то, помимо дипломатии, прослеживается. И это как закон кармы, причина и следствие. Почему комар не должен подточить носу своего по части того, что вы подписываете? И будет это контракт, соглашение, какая-то бумага. Или просто вы, как мы говорим, подмахнули, подпись поставили. А откуда эта бумага? А что за ней стоит? Или кто за ней стоит? Вот въедливость вам нужна какая-то, мои дорогие овны,
И это воспринимайте как хотите, потому что закон есть закон. И здесь у вас все должно плясать очень даже гармонично и красиво. А без въедливости, особенно с бумагами, ну или с законом, мы ведь многого не знаем, а тут именно вот это какая-то скрупулезность может быть. На какой-то момент даже педантичность, она вам будет помогать. Потому что есть конкретные рациональные вопросы. И их, скорее всего, придется решить вот именно разрезе дистанции здесь и сейчас, по крайней мере в этот период. И этим вы избавите от каких-то дежавю или возвратов в будущем, когда придется все бросать и там наспех что-то делать, переделывать, куда-то отправляться и так далее. Вот вас закон будет тогда беречь. Будьте внимательны. Третий знак судьбы. Любовь, семья. Опять же, это у нас десятка пентаклей. Очень многогранная карта. Это когда мы довольны собой. Это когда мы довольны своим домом. Ну или, по крайней мере, даже если вы что-то желаете улучшить или ну, реструктурировать дома. Может быть, это у кого-то связано и с домочадцами. Все же десятка пентаклей– это и дом, и сами стены, и одновременно те, которые внутри дома, но и пентакли все же, да. То есть часто эта карта будет говорить еще и, опять же, деньги, финансовый вопрос. Но сама она настолько благополучная, как знак судьбы. Значит, финансовая тема, если для кого-то даже она сейчас, вот вы смотрите видео заранее, и она у вас со знаком минус, то тогда, мои дорогие, очень благополучные энергии, как и на работу, так и на деньги. Но сделать это все надо красиво, элегантно, по закону. Доброй энергии с 10 по 20. И вам вот как знаки судьбы дают карты. Но я должна сказать, что и астрологически ведь для вас тоже очень неплохой период. Причем пусть до конца 2025 года, понятно, что тут транзитов будет много разных, и энергии где-то меняются. Ни разу не скажем, что мы расслабимся. Нет, задача до конца 2025 года– это адаптироваться, подушку безопасности отстроить или место нашего уюта, комфорта и безопасности, опять же. Выживает не самый сильный, как Чарльз Дарвин сказал, а тот, кто умеет приспособиться или адаптироваться литературным, более словом скажу. И вот у вас как раз, видите, получается середина года, август, вы с чем-то подобным, как вы выруливаете постепенно на обгон, но не на скорости. Вот смотрите, вы вообще можете, мы ведь все разные. Вроде бы мы с вами взяли 10 дней, правда? И нам первые карты говорят, будь готов, Овен, что у тебя что-то ускорится, или будет какая-то оказия, и это никак нельзя оставить на потом. А буквально на завтра отложил, а завтра нет возможности, нет человека. Энергии в пространстве, в конце концов, что-то там в небесной канцелярии меняется, понимаете? То есть сегодня это сделать предпочтительней, а завтра будет так себе. Вот нельзя чего-то упустить. Но и аркан умеренности тоже может проиграться так, что у вас вот эта энергетика в течение 10 дней, она тоже нестабильна. Она где-то циклична. Сначала может быть ритм галопа, когда нужно быстрее, срочно, или вот прямо сейчас. И это не потому, что вы ускоряете. Вот здесь вот важно, внимание, мои дорогие овны, не перепутайте. Потому что тут именно как пространство вам посылает такую возможность. Это именно возможность нельзя упустить. А после этого будет пауза, и тут невозможно ускорить. Вот такие разные энергии. Давайте узнаем, как карта совет. Ну, я вот могу предвидеть, что по шестерке мечей какие-то дороги. Может быть, это будет в эту декаду. Может быть, это вы будете что-то планировать. По шестерке мечей мы учимся, мы изучаем. Кто-то языки изучает, потому что собирается путешествовать или работать. Ну и вам именно нужно знание этого языка. Может быть, еще и придется совершить много переездов в конкретную местность, чтобы увидеть своими глазами. Быстро собраться, подпоясаться и отправиться. Вот ничего не откладывайте на потом. Если вам что-то, а вам будет как будто идти что-то в руки, ну, будем говорить, или обстановка это будет как-то подсказывать, интуиция. Кстати, слушайте свою интуицию, мои дорогие. У вас
Именно сейчас развивается вот это чувство мудрости и где-то как предсказательное собственное чувство, которое нам дает с подсознания откуда-то вот эти советы. И не всегда ведь мы можем решить некоторые вопросы логикой. И в данном случае интуиция – это тандем интеллекта и в прошлом опыта, когда мы не наломаем дров. И вот ваша интуиция вам дает правильные подсказки. Поэтому буквально, если нужно куда-то ехать, отправляйтесь. Уже не единожды нам об этом сказали. И шестерка, ведь мечей – это карта заслуженного успеха. Это не тот успех, который вот буквально как манна с небес сваливается, а именно заслуженный. Но оно того стоит. Хотя я могу допустить, меня смотрят люди из разных стран. Может сложиться такая ситуация с учетом башни, что вы понимаете, вот мне именно сейчас, может быть, нужно оформлять документы и собираться в дорогу. И сделать это нужно будет, отложив все второстепенное, а удобный момент, удобный случай. И вроде бы как в анекдоте, мои дорогие. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Поэтому перемещение – это в карте совет. Будьте к этому готовы. На всякий случай. Может быть, не у всех проиграется. Но шестерка мечей – это мы ведь отправляемся от безжизненного берега, где ничего не растет. Или пусть даже на сферу жизни, когда мы можем тоже задуматься всерьез, поменять работу. Вот если подобного рода посещают вас мысли какие-то, тоже не прогоняйте, потому что действительно ваша душа мудрая, и она вам в эту декаду дает правильные подсказки. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Спасибо, что смотрите мои видео, за ваши комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.